Хозяин кота испытывал к нему искреннюю теплую любовь. Этот кот был для него больше, чем просто домашнее животное. Он был компаньоном, другом, почти членом семьи. Каждый день хозяин заботился о своем пушистом спутнике. Покупал лучший корм, брал на руки, когда тот того хотел, тискал за ушки, разговаривал с ним так, как будто кот понимал каждое слово. Иногда даже казалось, что понимает, особенно когда было нужно выпросить вкусняшку или выбраться на прогулку. Несмотря на всю заботу и привязанность, кот обладал независимым, гордым и вольным нравом. С самого детства он показывал, что принадлежит сам себе. Он мог проводить вечера, уютно свернувшись рядом с хозяином на диване, но затем внезапно исчезнуть на сутки или даже двое, уходя в свободное плавание. Гулять, исследовать мир, контактировать с другими животными или людьми. Хозяин сначала нервничал, переживал, звонил по ветеринарным клиникам, развешивал объявления на столбах, но потом смирился. Кот был не из тех, кого можно удержать дома. Это было как пытаться удержать ветер в ладонях. Один из таких побегов оказался особенно волнительным. Кот ушел из дома на рассвете, тихо, как тень, пока хозяин еще спал. Когда тот проснулся и не нашел любимца в квартире, началась паника. Прошел день, второй, третий. Ни соседи, ни знакомых кота не видели. Хозяин объездил ближайшие улицы на велосипеде, заходил в подворотни, проверял приюты. Но пушистого хитреца как сквозь землю провалилось. Только на пятый день он вернулся. Сам, как ни в чем не бывало, уверенно вошел в квартиру, слегка поприветствовал хозяина мурчанием, сел у миски и выразительно посмотрел. Пора бы поесть, но кое-что было непривычно в его виде. На коте появился новый, совершенно незнакомый ошейник. Это было странно, ведь старого на нем не было. Более того, к ошейнику была прикреплена аккуратно свернутая записка. Бумажка была плотной, подписана каллиграфическим почерком. Развернув ее, хозяин прочитал следующее. «Ваш кот на протяжении нескольких дней приходил в мой магазин и с грустью смотрел на витрину с рыбой. Я не смогла устоять и накормила его свежей треской и кусочком лосося. Он, конечно, заслуживает этого угощения, ведь такой умный и красивый кот. Однако теперь вы должны мне 137 рублей. С уважением, тетушка Мэй». Хозяин сначала рассмеялся. Он был удивлен, но в то же время тронут. Это была не просто записка, а практически миниатюрная глава из книги «Приключения его кота». К тому же почерк и форма изложения выдавали в тетушке Мэй не просто продавщицу рыбы, а женщину с чувством юмора и, возможно, добрым сердцем. Однако история на этом не закончилась. Через день или два фотография кота с запиской, привязанной к ошейнику, появилась в социальных сетях. Один из покупателей магазина Мэй увидел, как кот приходил каждый день, как садился перед стеклянной витриной, уставившись в глаза замороженной рыбе, и снял его на камеру. Снимок оказался невероятно выразительным. Кот, облокотившийся на стекло, выглядел как гурман, готовящийся к трапезе. Его глаза светились предвкушением, а морда была совершенно серьезной. Фотография моментально разошлась по соцсетям. Комментарии под ней говорили сами за себя. Вот кто настоящий знаток рыбы. Такой важный, будто сам заказал треску по телефону. Это лицо, когда ты понимаешь, что тебе все простят. Многие подметили, что кот не выглядел ни капли раскаявшимся. Наоборот, он был доволен, сыт и явно наслаждался вниманием. Его преступление вызывало умиление, а не осуждение. Посты с фото начали пересылать друзьям, публиковать на городских форумах, а затем его заметили и региональные СМИ. Появились заголовки. Кот задолжал за рыбу хозяину, выписали счет. Как пушистый гурман стал интернет-звездой.
Кот, который знал, чего хочет. Обсуждение в интернете не утихало несколько дней. Кто-то утверждал, что хозяин обязан немедленно оплатить долг, ведь его кот получил удовольствие, а значит, услуги были оказаны. Другие шутливо предлагали организовать сбор средств на рыбные угощения для усатого хитреца. На фоне растущей популярности один из подписчиков даже нарисовал комикс о приключениях этого кота, где он становился таинственным агентом, ведущим двойную жизнь между уютной квартирой и уличной разведкой под прикрытием рыбного магазина. Сам хозяин не делал громких заявлений. Он хранил молчание, но в ответ на сообщение от тетушки Мэй все же написал ей короткое, вежливое СМС, поблагодарив за заботу о коте. О заплате за рыбу в сообщении не упоминалось, вероятно. Он все же решил, что все это стоит куда больше, чем 137 рублей. Это была история, которую будут пересказывать еще долго. Тем временем в интернете разгорелись споры. Одни на полном серьезе требовали от хозяина сделать специальную бирку на ошейнике с надписью «Пожалуйста, не кормите меня. Я сам пришел на диету». Или «Я просто смотрю на рыбу, не надо угощать». Другие же, напротив, считали, что кот заслужил свою награду, ведь он так трогательно выражал желание, так преданно смотрел на витрину, что было бы жестоко его игнорировать. Появились сторонники версии, что тетушка Мэй вовсе не хотела получить деньги, а лишь решила сообщить хозяину, где его питомец проводит свои свободные дни. «Это не счет, а просто знак внимания», — писали в комментариях. Она даже оставила номер телефона, вдруг они познакомятся поближе. Хозяин, глядя на кота, теперь уже смеялся. Тот лежал на подоконнике, лениво умываясь после очередной трапезы. В глазах его читалась беззаботность и легкое превосходство. Словно он знал, что стал звездой, и теперь просто отдыхал после насыщенных дней в центре внимания. Спустя пару недель к хозяину начали приходить открытки с котиками и рыбками, подписанные незнакомыми людьми. Одна из них содержала записку: «Пусть ваш кот живет долго, гуляет свободно и радует нас новыми историями». Так из обычного домашнего любимца кот стал героем интернета, символом независимости, хитрости и обаяния. Возможно, в следующий раз он отправится в булочную или кондитерскую. Кто знает. Но одно можно сказать наверняка: если кот решит что-то получить, он это получит. А люди вокруг сдадутся, улыбнутся и, возможно, тоже станут частью его маленького приключения. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!